Как вы, наверное, знаете, если следите за выходом новостей на нашем канале, недавно появились слухи о том, что компания NCSoft где-то в своих недрах весьма вероятно занимается разработкой сразу двух новых MMORPG. Ну и дело-то в общем привычное. Нас этими новыми MMORPG, которые выйдут когда-нибудь или собраны на коленке и выйдут уже завтра, пичкают чуть ли не каждый день. Но на этот раз все немного по-другому, потому что речь, опять же, вероятнее всего, идет о MMORPG, основанных на невероятно популярной в наших широтах франшизе Lineage. Или, как ее принято называть у нас, линейка. Вторая часть этой, без сомнения, легендарной игры наделала в свое время шороху на постсоветском пространстве. Более того, заложила основы одного из краеугольных камней жанра, я имею в виду PvP, до сих пор являясь для многих в этом плане чуть ли не недостижимым идеалом. Да, конечно, при этом вторая линейка, помимо прочего, заложила еще и основы так называемого Pay to Win, но, эй, не стоит придираться, ничто в этом мире не идеально. Тем не менее, речь у нас тут пойдет про новые MMORPG по вселенной линейки. И хорошая новость заключается в том, что одна из предстоящих игр, судя по всему, будет долгожданным продолжением второй части Lineage, непосредственно Lineage 3. Об этом, о другой новой MMORPG, а также о том, что из всего этого может получиться, поговорим в нашем сегодняшнем видео. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать его развитие. Также напоминаю, что все видео с канала для вашего удобства теперь дублируются в нашем ВК. Ссылку найдете в описании. Помимо этого, крайне рекомендую подписаться на мой телеграм. Туда я тоже буду отдельно загружать наши видео, чтобы вы без проблем могли их смотреть. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Ребятки, если вы по какой-то неведомой мне причине до сих пор не определились с площадкой, которая позволит вам именно из наших широт прежде всего затариваться играми без всяких проблем, то у меня для вас хорошие новости даже. Во-первых, площадка, которая вам нужна, это определенно Keys for Gamers. Невероятное количество всевозможных предложений, новинки игровой индустрии, популярные игры, простая и быстрая покупка внутриигровой валюты, в том числе и в MMORPG, как оказалось. Здесь этот пункт тоже есть, 62 товара, и именно здесь я, кстати, окончательно для себя выяснил, что Fortnite это MMORPG. В скобочках, конечно же, нет, но это не отменяет того факта, что предложений здесь очень и очень много. Выбор обширен. Предстоящие релизы, игровые поинты, подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, очень много разного программного обеспечения, гифт-карты и многое другое. Во-вторых, и это крайне важно, с нашим промокодом, вы никогда не догадаетесь каким, ГОХА, вы получаете еще и 20% скидку. И вот с этой самой 20% скидкой цены на Keys for Gamers становятся максимально сладкими. Ну а учитывая то, что эта площадка еще и торговая, более того, она прежде всего торговая, и торговаться здесь не то чтобы запрещено, это разрешено и поощряется, ну я не знаю, есть что-нибудь более сладкое, чем и так максимально сладкое? Вопрос, разумеется, риторический. Кроме того, на Keys for Gamers, разумеется, нет никаких сложностей с оплатой, в том числе имеется поддержка карт МИР. В общем, как вы понимаете, Keys for Gamers может существенно облегчить вам жизнь. Ссылка в описании и закрепленном комментарии, и не забывайте вводить промокод ГОХА, оно того точно стоит. Итак, вторая линейка. Как много, как говорится, в сердце русском здесь слилось, потому что, ну, если вы, как и я, в свое время начинали с пиратских серваков второй линейки, мне вам объяснять ничего не нужно. В свое время эта игра шандарахнула ничуть не хуже, чем тот же самый World of Warcraft. World of Warcraft заложил основы западной школы MMORPG делания, линейка восточной школы MMORPG делания, ну, я это так называю. И плюс, ко всему прочему, PvP в том виде, в котором мы готовы и хотим его сейчас воспринимать, тоже появилась непосредственно благодаря влиянию второй линейки. Да, блин, на сегодняшний день я достаточно часто встречаю комментарии от игроков, мол, типа, все равно в линейке было лучше. Так что это не подлежит никакому сомнению. PvP в том виде, в котором мы привыкли его воспринимать, все это наследие второй линейки. Ну и казалось бы, вы сидите на огромной куче бабла. И под «вы» я подразумеваю, разумеется, NCSoft. Но где третья линейка? Я напоминаю тем, кто не в курсе, она могла бы случиться уже давным-давно под названием Lineage Eternal. Не знаю, зачем это было сделано. Ну, то есть там разработчики из NCSoft постарались по какой-то неведомой мне причине изобрести велосипед. Это не взлетело, игру положили в долгий ящик, потом достали оттуда. Она появилась под названием Project EL, после чего, сюрприз-сюрприз, трансформировалась в Throne and Liberty. И чего уж тут греха таить, многие игроки действительно воспринимают Throne and Liberty как этакую своеобразную третью линейку. Но это не так, о чем сообщают сами разработчики, мол, это никакая не линейка, это новая франшиза.
Я не знаю, по какой причине в NCSoft отказались от идеи сделать новую игру по вселенной Lineage и вместо этого запустили эту самую новую франшизу. Может быть, посчитали, что всяческих Lineage M, 2M и прочих W будет более чем достаточно для того, чтобы удовлетворить спрос аудитории на новые линейки. Как говорится, но лично мне вот до сих пор кажется, что если бы Tron and Liberty была не Tron and Liberty, а Lineage 3, у этой MMORPG все сложилось бы куда лучше. Причем забавно, она могла бы оставаться вот ровно такой же MMORPG и просто называться Lineage 3. И это был бы уже лютый вин-вин. В любом случае, по моему скромному мнению, вот эти вот пока очень скромные успехи, которых достигла Tron and Liberty у себя на родине и, уверен, сильно не доберет в глобале, все это в том числе из-за недальновидного, на мой взгляд, решения отказаться от новой игры по линейке в угоду новой игре по никому неизвестной, то есть, читай, ненужной новой франшизе. Да, как я неоднократно уже говорил, за что бы NCSoft не бралась, в подавляющем большинстве случаев получается все равно линейка. Так какого хрена? Зачем выеживаться? Зачем изобретать велосипеды? Почему бы не сделать то, чего от вас действительно хочет аудитория? Хорошие вопросы. И знаете, вся эта ситуация мне напоминает, помните, когда Terra закрылась и Krafton Blue Hole Studios, они вместо того, чтобы выпустить Terra 2 или Terra Classic, выпустили никому не нужный Элеон. И сюрприз-сюрприз, закрыли его через год. Вернее, ее. Но все равно закрыли через год. Не то, чтобы ситуации прям один в один, но, согласитесь, схожие моменты присутствуют. И вот буквально на днях появилась новость о том, что NCSoft сформировала команду под названием Neo Classicus для разработки какого-то нового проекта. Всего на текущем этапе задействовано пока 12 человек, и, что характерно, все они высокопоставленные руководители разработки Lineage W и Lineage M. Что, согласитесь, несколько намекает нам на то, в каком направлении будет вестись разработка. Точно так же, судя по не слишком впечатляющему количеству задействованных лиц и тому, что лиц непосредственно задействованных в разработке еще не назначена, можно сделать вывод о самых ранних этапах, на которых эта самая разработка находится. Иными словами, что-то вроде раннего проектирования, когда игры еще даже, по сути, нет на бумаге. Однако особенно, что называется, вселяет тот факт, что возглавляет эту новую команду Ли Сон Гу, руководящий производственной группой CBO1, которая, в свою очередь, занимается развитием и поддержкой игр серии Lineage. Именно этого человека, ежели чего, называют мастером Lineage, и именно с ним связывают будущее всей франшизы. Ну, то есть, еще раз, это точно не совпадение. То, что люди, которые задействованы в разработке Lineage W, Lineage M и, собственно, сам мастер Lineage собрались для того, чтобы сделать новую игру, прямое свидетельство, что эта новая игра будет иметь непосредственное отношение ко вселенной Lineage. Ну, имха. Мне кажется, иного не дано. И не только мне одному так кажется. Так как в латинском языке слово «классикус» обозначает принадлежащий к первому классу, первоклассный, образцовый, южнокорейские СМИ предполагают, что команда займется чем-то масштабным и важным. А если учесть опыт задействованных сотрудников, то есть все основания рассчитывать на новую игру по франшизе Lineage. Также стоит отметить, что по слухам в рамках команды CBO1 существует еще команда Пантера, состоящая из 23 сотрудников. И вот они, насколько мне известно, занимались проектом под кодовым названием Lineage Classic. Вот и получается, что где-то в недрах NCSoft может статься ведется разработка сразу двух проектов по вселенной Lineage. И, собственно, это не лишено смысла, потому что, как вы помните, с линейкой всегда было так. Есть, допустим, первая линейка, которая, ну вот на текущем этапе даже пользуется относительной популярностью у себя на родине. Есть вторая линейка, которая изначально планировалась и делалась под западную аудиторию. И вот здесь мы тоже видим это классическое разделение. То есть что-то корейцы сделают для своих, и это будет логическим продолжением вот именно первой линейки и, вероятнее всего, Lineage W. Что-то, в свою очередь, как вот с Tron and Liberty, они рассчитывают сделать для глобальной аудитории, и вот здесь уже, вероятнее всего, речь идет непосредственно о третьей линейке. Репортер портала MTN тоже предполагает, что в итоге Пантера займется созданием игры, основанной на MMORPG Lineage W. И, кстати, слухи о ней всплывали ранее. Упоминание удалось найти в вакансиях на официальном сайте. Ну а Neo Classicus, в свою очередь, как я и говорил, возьмет на себя разработку Lineage 3.
Перейдем непосредственно к реакции общественности. Теперь у меня в группе в Telegram открыты комментарии, я получаю там фидбэк, ну а вы, собственно, его оставляете. И основной тейк по поводу вот новой линейки, я думаю, несложно, да, догадаться, такой, что как бы очередная мобильная слэш-донатная помойка, кидай денежку в монитор и выигрывай. Мол, Мадлер, не мне тебе объяснять, что как бы именно такие игры и принесли NCSoft самые большие деньги. И тут даже не поспоришь. Если не учитывать то, что в свое время учла NCSoft, а именно опыт Tron and Liberty. Я напоминаю, что Tron and Liberty на первом корейском ЗБТ выглядела именно как вот такая вот донатная мобильная слэш-помоечка. И что-то пошло не так. То бишь оказалось, что если от тебя ждут действительно какого-то масштабного проекта, то не получится отделаться быстренько на коленке собранной игрой. NCSoft поняли это все прекрасно и быстренько переработали игру. Переработали, кстати, качественно. И вот сдается мне, что если мы говорим о третьей линейке, в ней все будет ничуть не хуже, чем в той же Tron and Liberty. А в Tron and Liberty, на мой взгляд, в плане именно монетизации сейчас прям все очень и очень гуд. Так что донатной помойкой, на мой взгляд, здесь не пахнет. А вот вторая игра, та, которая делается непосредственно под корейскую аудиторию, вот здесь уже я могу допустить разное. Тем более, что корейской аудитории как раз-таки донатов Tron and Liberty не хватило. И вообще, на мой взгляд, NCSoft наконец-то встала, что называется, на путь истины. Если во все той же Tron and Liberty они даже не могли нормально определиться со своей целевой аудиторией, всерьез рассчитывая сделать MMORPG, одна версия которой устроит всех игроков по всему миру, то здесь налицо более прогрессивный подход. Вот, мол, игра для наших корейских геймеров, основанная к тому же на первой линейке, которая нашим же корейским геймерам до сих пор нравится. А вот третья линейка для западной аудитории, как и такая духовная наследница линейки второй, которая тоже поимела нехреновый такой успех, но уже на рынке глобальном. И вот такая логика лично мне понятна. Здесь я могу констатировать, что пациент, то бишь NCSoft, выздоравливает. Ну, просто потому что то, что было до этого, непосредственно вот с Tron and Liberty, мне было категорически непонятно. То есть вы понимаете, что у них на этапе создания Lineage 2 в бородатые годы хватило мозгов для того, чтобы нанять грамотного специалиста, в частности Ричарда Гэриота, чтобы он помог им адаптировать игру под западный рынок. Но когда дело коснулось Tron and Liberty, они, видимо, посчитали, что у них прям хватает опыта и разберутся сами. Не разобрались, огребли проблем и еще будут огребать, продолжают огребать прямо сейчас. Еще не закончен этот процесс. Здесь же с этими вот новыми MMORPG, будущими MMORPG, мы видим возвращение старой доброй NCSoft и более грамотный подход. Что же касается непосредственно Lineage 3, не мне вам объяснять, дамы и господа, что это та MMORPG, которую мы ждали без преувеличения всю жизнь. Я понимаю, кто-то может сказать, нам эти ваши линейки и нахрен не нужны. Но я уверен на 99,9%, что все-таки подавляющее большинство нашей аудитории — это олдфаги, которые еще помнят первые фришки Lineage 2. И вот они такой мув точно оценят. Так что весть о том, что NCSoft вероятнее всего ведет разработку третьей линейки, воистину благая. Я вам хочу сказать, что даже всякие ожидания Ashes of Creation на фоне подобной вести могут нервно покурить в сторонке. Тем более, что тут еще бабка надвое сказала, какая из этих игр выйдет первой. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Goha.ru. Еще услышимся.